Слава Украине, привет всем от Полонского. Сегодня 8 мая, да, а значит сегодня день памяти и победы над нацизмом. Во всем мире отмечается, в Европе отмечается, ну, в тех странах, которые причастны к победе над нацизмом. И только в путинской Рашке, которая является преемником гитлеровского рейха, это все дело отмечается 9 числа, из этого всего мы прекрасно знаем. Сделали жуткий мрачный праздник победобесия, когда сегодняшние фашисты, я имею в виду путинские бандиты, террористы, мародеры, убийцы, садисты, которые убивают женщин и детей в Украине, до этого убивали в Грузии, прекрасно знаем, да, где они только не убивали людей, в Сирии и так далее. Они радуются войне, таскают дедов на палках, водят по улице фейковых, ряженых, так называемых ветеранов и занимаются полнейшим победобесием и сатанизмом. В черном храме сатаны, напомню, под Москвой они специально построили храм сатаны, где разместили фуражку Гитлера, говорят, там и китель Гитлера, и куда главные сатанисты на России, это Гундяй и Пуйло, ходят вдвоем и молятся там, соответственно, на этот гитлеровский атрибут. Ну, по крайней мере, об этом так говорят люди. Да. И вот к чему мы сегодня пришли. Значит, будут гости в Киеве, будут 9 числа, 10 из европейских стран. Ну, а диктаторы по привычке или за деньги, да там не по привычке, там все за деньги. Диктаторы или всякие политические, так называемые шалавы, по-другому их не назовешь, съехались на Москву. Очень, знаете, разительная разница между публикой, которая приехала на Москву туда. Ну, кроме Си Цзиньпиня, остальные мелкие трехкопеечные диктаторы. Си Цзиньпинь приехал решать свои вопросы. Вот. А к нам приедут те, кто... Ну, европейские страны, что тут говорить. Те, кто воевал с Гитлером, те, кто сегодня являются свободными, демократическими и так далее. То есть все абсолютно очевидно. И самое главное, друзья мои, вот 3 года назад, уже больше 3 лет назад, путинские бандиты, нападая на Украину, кричали «Киев за 3 дня», заказывали в киевских ресторанах столики. Угу, было. Да Боброедка кричала даже за 2 дня. Вот. Прошло больше 3 лет. И они хотели 3 года назад, они хотели проводить парад в Киеве. А прошло больше 3 лет, и они боятся проводить парад на Москве. Почувствуйте, как говорится, прогресс этой всей ситуации, да? Просто замечательно. Итак, друзья мои, к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что Верховное Пуйло Швабрастана объявило 3-дневное, так сказать, эрзац-перемирие. Ну, скажем так, вот с 8 по 10 число, 8, 9, 10, да? Я там по часам не буду говорить точно, по-моему, с 0 часов 8 по что-то там 10. Не суть важно. Конечно, это все эрзац-перемирие, это все окозамыливание. Для чего оно ему нужно? Чтобы не было позора на весь мир, когда наши добрые дроны прилетят на парады, будет вся эта шушера, которая там стоит, просто будет разбегаться, как тараканы по норкам, да, это было бы очень, конечно, смешно, когда этот весь парад будет драпать, просто потому что в воздухе украинские дроны, вот, и в связи с этим он объявил перемирие. Я так понимаю, что наше руководство попросили другие страны, ну, не предпринимать ничего на 9 число, чтобы психопаты там на Москве могли провести свой этот марш победобесия. Ну ладно, я смотрю, что перемирие типа началось, но опять это такое перемирие, знаете, одно название. По Сумской области сегодня прилетело, по Донецкой области опять прилетело со стороны рашистов. Ну а на фронте, конечно, активность несколько понизилась, но окей, как-то так. Наши, конечно, предлагали месяц и больше. Посмотрим, что с этого будет. Но я думаю, что 10-го путирасные опять начнут боевые действия, получат в морду, все как всегда. Да? Мы к этому уже как бы привыкли, к этому готовы. Вопрос в другом, что вот интересно, вчера был такой день, когда позавчера очень много наших дронов летели туда, в московский Улус.
именно в самый центр туда, московского Улуса, туда, куда они перебросили, так сказать, все свое хваленое ПВО и наделали там такого шороха, что рашисты практически до Урала задержали все авиарейсы. Вообще был полный аут, они задержали все, да, все аэропорты, где кто как-то там рассчитывал улететь, забиты теми пассажирами, никто никуда не улететь не может. Из-за границы в Швабрастан тоже никто не может вернуться. Это, ребята, полный был цирк. Частично он еще продолжается и сегодня, да, потому что там не все рейсы у них вернули и так далее. То есть отмена десятков, если не сотен рейсов. Вот, и оно привело к коллапсу. И мы сами того... Да, можно бы даже посмотреть, есть карта, я посмотрел вчера по флайт-радару, небо над Россией на 4-й год войны начинает состояние неба по флайт-радару, начинает напоминать состояние неба над Украиной. То есть никто не летает, кроме боевых самолетов. Так и у них никто не летает. И, знаете, волей-неволей так случайно получилось, что мы, сами того, возможно, и не желая, нащупали самую болевую точку у путинских бандитов. Да. То есть это и гражданская авиация. То есть для этого не надо ударять по гражданским самолетам, ничего этого делать не надо. Нет, просто достаточно держать дроны в воздухе. Все. У них перестают летать самолеты. Вот у них было закрыто это Шереметьево, Внуково, ну все эти помойки были закрыты полностью. Вот что привело к коллапсу. Из-за, поймите тоже, ну у нас в Украине, например, тоже самолеты не летают. У нас относительно небольшие расстояния, и поэтому поезда, автобусы, маршрутки выручают. Что же касается путинского рейха, расстояние огромное. И, конечно, никаким автобусом ты никуда не доедешь. Поездом, ну, неделю будешь чугыкать там и так далее. А самолеты не летают. И вот оно, опаньки. Вот это бинго, кстати, надо использовать, потому что пора их загонять в каменный век. Потому что они и есть люди, они есть пещерные люди из каменного века. Вот сегодня я прочитал информацию, что в так называемой юнармии, то есть это Гитлер-Юген путинский, они загнали уже 1 800 000 детей. То есть они уже готовят пушечное мясо для следующей войны. Да? Вот, то есть я не знаю, на кого они нападут и с кем они собрались воевать, но то, что они нападут, это однозначно. Мы имеем в виду дело с дегенератами. Посмотрите, сколько войн вела Россия до этого, преснопамятный совок, сколько вел войн, сколько он раз нападал. Да постоянно, как не там десяток лет война. Да, то есть им постоянно будет нужно пушечное мясо. Вот они загнали уже почти 2 миллиона детей в Гитлер-Юген, Путин-Юген, или как они его там называют, юнармия, еще как-то, не суть. По сути, это гитлеровский Гитлер-Юген. Да? Когда мамашки рожают одноразовых детей для того, чтобы Путин, ну уже не Путин, там он сдохнет, а будет очередной какой-то, да, вот, очередной российский сумасшедший властитель, главарь, пошлет их в очередную Польшу или там Грузию или еще кого-то убивать, резать, насиловать и так далее, воровать, мародерить, да, мы же прекрасно знаем, куда же без унитаза, да, в обнимку с унитазом. Кстати, вот я не знаю, они будут идти, когда будет парад на Красной площади, это победобесие, да, они будут интересны, они будут с блендерами маршировать, плазмами или все-таки с унитазами.